Всем привет! У меня сегодня финальное видео моих покупок с Валбериса. Надеюсь, что вам интересно, вы еще не устали. А это чудо-вещи, которые прибыли ко мне в Аргентину в чемодане. Вот, и я уже часть из них показала. Вы можете посмотреть как раз вот в данных видео. Не знаю, где-то здесь они, наверное, высветятся. И сейчас покажу, что у меня еще осталось. Еще одна вещь, которая ко мне приехала, это вот такие вот игрушки, которые одеваются на пальчик. Вот сейчас я вам их покажу подробнее. С помощью них можно устраивать какие-нибудь театральные представления, в общем, как-то, да, типа играть, будет забавно, и, в общем, ребенку должно нравиться. Плюс они очень удобные. Написано, что их также можно использовать в ванной, то есть как-то играться в ванной, устраивать какие-то представления. В общем, мне кажется, что вполне себе такой неплохой наборчик, в общем, мне они нравятся. И плюс они достаточно симпатичные, мне кажется, что оптимальных каких-то цветов. Я видела нечто похожее здесь, в Аргентине, но мне не нравилось не исполнение. Видно было, что как-то, да, детальки сделаны некачественно, вот. И плюс сами цвета такие более кислотные, а здесь вроде бы и ярко, но при всем при этом не как-то прям вот супер вызывающе. Так что мне понравилось. Плюс это моя любимая фирма Happy Baby, вот, поэтому мне хотелось именно такой наборчик себе. Небольшая рекламная вставка. Мы, как новые жители Аргентины, решили облегчить себе жизнь и создали уникальный сайт, на котором вы можете продать свои ненужные вещи, найти, что давно искали, а также здесь есть услуги, если вы ищете сантехника, электрика или риэлтора, в общем, здесь вы можете его как раз найти. Либо, если вы сами предоставляете какие-либо услуги, вы можете разместить объявление. Все это можно сделать на сайте impondo.com. Поэтому переходите по ссылке в описании профиля и размещайте свои объявления, это совершенно бесплатно. Еще одна книжка, которая мне очень понравилась. Мне нравится ее качество исполнения. И сейчас вам покажу, как она выглядит. Такая вот милаха. У нее очень интересный такой вот узорчатый край, очень приятно его трогать. И здесь прям вот такие супер толстые страницы. Это, мне кажется, очень удобно для ребенка, да, то есть ему будет удобно листать как бы странички. Вот. И иллюстрации тоже мне очень нравятся. Они такие вроде бы яркие, но в то же время какие-то такие стильные. Вот, мне кажется, что это тоже, не знаю, важно. Я люблю какую-то, да, эстетику во всем, как бы в таком, в иллюстрациях, в общем, книжки обожаю. И здесь, естественно, тоже есть вот такие вот окошки, где ребенок может как-то открываться и тоже изучать цвета. Вот такой вот небольшой интерактив на каждой страничке. Вот, так что мне очень нравится такая книжка. Мне кажется, что она тоже должна понравиться и Эми. Плюс, кстати говоря, у нас ребенок обожает книжки. Я не знаю, сохранится ли это ее любовь, но в любом случае мы стараемся просто ставить. У нас есть несколько книг, таких как бы самых простых, да, и там можно даже просто разглядывать чисто картинки. И вот мы ставили все время как раз их на коврик, она постоянно к ним подползала, листала. В общем, ей это очень нравится. Вот, надеюсь, что эта любовь к книгам у нее сохранится все-таки. Вот, так что такая вот книжка очень-очень мне нравится. Книжка с окошками, цвета от издательства «Клевер». Еще одна штука, это вот такая вот, ну, назовем это мозаикой, да, ее можно, прям вот очень многофункциональная штука, потому что эту штуку можно использовать, да, такой как бы сортер, где ты вставляешь детальку в пазл, плюс здесь у каждой фигурки есть магнитик, за счет этого, ну, как бы, естественно, здесь еще есть удочка, можно играть в такую, как рыбалку, да, где будут примагничиваться детальки. И еще одна фишка вот этой такой вот мозаики, это то, что здесь есть у каждой детальки дырочка, и можно как раз учить ребенка шнуровки. То есть прям вот такая многофункциональная штука. Тоже идет как раз вот шнурочек, который можно использовать для шнуровки. В общем, очень, мне кажется, многофункциональная штука. Вот, и классная. Ну и, конечно же, можно изучать еще и зверей, потому что это такой морской мир. Ну вот, я старалась как раз брать какие-то вещи, чтобы у нас закрывались различные, как бы, да, места, там, типа, животные фермы, животное море, в общем, какие-то такие совершенно разносторонние, чтобы тоже как-то, ну, ребенок не зацикливался на том, а чтобы ему было интересно и другие какие-то моменты. В общем, мне очень нравится исполнение, в принципе, детальки достаточно качественно сделаны, в общем, мне понравилось. И последнее, это на самом деле у нас несколько таких наборов, но мне пока что передали только один, и нам пока это совсем рано, вот, просто было еще такое небольшое место в чемодане, поэтому получилось положить. Вот, это вот такие вот умные карточки, здесь у нас азбука, то есть можно изучать буквы, вот, и здесь очень много различных карточек, тоже можно, в принципе, просто показывать малышу, и он будет учить, например, вот букву, да, R. Здесь изображена ракета, с обратной стороны у нас еще
тоже как бы другие варианты еще и животных на эту булку. И есть даже какая-то вот скороговорка, которую можно использовать. Вот, тоже, мне кажется, очень прикольный вариант в плане обучения. Вот, в общем, посмотрим. Может быть, я начну с ними заниматься чуть раньше, чтобы как раз чисто знакомить ребенка с какими-то объектами. Вот, поэтому еще пока не решила точно. Посмотрим. Но в любом случае у нас вот такой вот наборчик есть. Из каких-то таких игрушек, в принципе, все. И у нас начинается такой блок про прикорм, потому что я сказала несколько вещей как раз именно для прикорма, потому что здесь, например, набор силиконовой какой-то посуды, он стоит значительно дороже, раза в 3 или в 4, деталей там будет меньше. Вот поэтому я решила все-таки привезти такой наборчик из России. Начну, наверное, да, с какого-то такого стандартного, мне кажется, набора. Это вот такой вот нагрудник, вот такая вот тарелка. Здесь тоже идет стаканчик такой, он может как закрываться, где чисто ребенок что-то, да, достает из него, например, какие-то ягодки. У него также есть возможность сделать этот стаканчик, да, чтобы пить из трубочки. Дополнительно шли еще вот такая ложка и вилка. Я знаю, что они не очень удобные, вот, но они в любом случае идут в комплекте. Не знаю, будем мы им пользоваться или нет. И здесь еще вот есть такие вот тоже маленькие. Вот данные вилочки и ложечка вроде как должны быть удобны для ребенка, можно попробовать. Вот я пока еще не заморочилась относительно этого, но посмотрим, может быть, попробую и их. Но в любом случае я сказала еще другие. Вот я знаю, что они точно должны быть значительно лучше. Удобнее, в общем. И вот такая вот еще тарелочка идет в этом наборе, тоже для какой-то кашки, супчика. В общем, тоже, мне кажется, должно быть удобно. Заказывала в желтом цвете, мне кажется, он такой радостный, позитивный. В общем, мне хотелось почему-то именно такой желто-горчичный оттенок. В целом мне нравится. Я комплектом посуды довольна. Мы уже пользуемся тарелочкой и стаканчиком. Мы уже тоже пользовались. Малышке, в принципе, очень понравилось. Как раз она у нас оказалась такой супер любительницей воды. Вот, поэтому из этой чашечки ей, в принципе, было удобно очень пить. Ей нравится. Но в любом случае я потом еще закажу поильники какие-то, чтобы можно было брать с собой тоже водичку. Не решила пока что, но посмотрим, в общем, что я возьму. Не знаю. Относительно нагрудника силиконового, пока что он нам не очень зашел, вот, но благо, я подстраховалась и заказала еще вот такой вот нагрудник. Сейчас я вам тоже продемонстрирую его. Давай сначала про этот расскажу. Он слишком все-таки, ну, как бы у меня девочка не крупная, она у меня малышка. Вот, и этот как бы нагрудник пока что, во-первых, слишком тяжелый для нее, вот, и он, в общем, ее как-то, да, сковывает в плане движений. В общем, он ей пока не заходит. Вот, возможно, позже, когда она тоже подрастет, станет постарше, он будет ей ок. Но пока что он для нас неудобен, доминирует, как бы, наверное, над ней. В общем, ей не нравится, когда он на ней, она ощущает какой-то дискомфорт. Вот, поэтому я очень рада, сначала сомневалась, заказывать или нет. Вот, но в итоге я очень рада, что заказала вот такой вот. Он мега легкий, и это, наверное, огромнейший его плюс, потому что он прям вот, ну, как бы невесомый. Одеваешь его, она совершенно спокойно сидит, ну, как бы ее это не смущает, не отвлекает на себя, потому что тут она еще часто очень хочет как-то языком облизать, пытаться достать вот до вот этой горловины. Вот здесь ей прям вот он мега комфортен. Здесь, опять же таки, все отлично, как бы, если идет мимо, остается здесь, сюда вот в кармашек тоже западает, то есть я не вижу, чтобы он был как-то хуже, на мой взгляд, относительно силикона, на мой взгляд, даже лучше. В общем, еще один, мне кажется, из плюсов этого нагрудника, что его можно взять с собой, он очень компактный, как бы занимает мало места, и если вдруг вы все-таки планируете кушать еще где-то в общественных местах, вот, то вот этот вариант, мне кажется, вообще оптимальным. Вот, мне прям вот очень нравится, я довольна вот этим нагрудником. Мне нравится еще расцветочка тоже такая веселенькая с динозавриками. Вот, так что нагрудник очень советую, мне кажется, что прям вот классная штука. Ну и последнее, что у нас, что я еще купила в плане прикорма, во-первых, в подарочек в каком-то, не помню, уже наборе шла вот такая вот ложка, она классная на самом деле, у нее очень прикольный вот этот вот силиконовый наконечник, очень удобно пользоваться, но он на самом деле удобно пользоваться именно маме. То есть, как бы, малышу такая ложка не совсем будет удобно, хотя у меня малышка постоянно ее вырывает, хочет тоже ей что-то как бы там сделать, но чаще всего, так как она слишком длинная, да, все это просто как идет разбрасывание пищи, вот, хотя ей очень нравится ее именно грызть, вот, поэтому, когда я вдруг ей что-то там тоже даю, либо что-то у нее там упало, вот, и ей нравится ее как-то погрызть, то есть, как бы, эта ложка идет больше для мамы.
Для ребенка я бы советовала брать вот какие-то подобные, да, вот вещи. Видите, они такие небольшого размера, особенно вот, как бы, если сравнить, да, на контрасте, вот где-то, наверное, в 2 раза меньше получается, ну, может быть, не в 2, 2/3, в общем, от этой ложки. Вот, но эти ложечка с вилочкой очень нравится как раз ребенку. Я как раз попробовала, просто зачерпнула пищи, положила как раз на тарелочку, и малышка сразу же прямо вот взяла. Ей, во-первых, удобно, ну, да, вот так вот как-то, да, хватать, потому что они сейчас еще как бы по-другому не могут. Вот, поэтому ей удобно взять ее и пытаться как раз донести до рта. Прям сразу же понесла в рот. На мой взгляд, идеально в этом плане. Плюс здесь еще тоже вот есть такой ограничитель, что как раз не будет куда-то вот сюда смещаться рука, то есть она четко идет вот как-то вот сюда. В общем, на мой взгляд, идеальные ложка и вилка. Очень довольна покупкой, мне прям нравится. Вот, очень-очень советую. Мне кажется, вариант супер. Вот, я осталась довольна. Ну что, это все, что прибыло ко мне сюда, в Аргентину, в чемоданах. Надеюсь, что вам было интересно, что вы нашли что-то для себя полезное. Пишите в комментариях, что вам приглянулось, что запомнилось. В общем, не знаю, что используете вы. Может быть, у вас есть какой-то совет относительно прикорма, либо относительно других каких-то моментов в плане развития малыша. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока!